Подожди. О каких проблемах будем говорить? Почему все звонят и по телефону говорят «дай»? Вот нет, чтобы кто-то позвонил тебе и сказал бы «на». А теперь давай рассмотрим людей приличных, так скажем, европейских. Кто из них не тиран, кто из них не насильник? В человеке столько демонов, чтобы если можно было казнить за мысли, людей бы не осталось. И первая мысль, которая рождается у человека, пусть даже по поводу негодяя, пусть у самого благородного человека, тебе же хотелось когда-нибудь кого-нибудь убить? Че молчишь? Вот я сейчас тебя буду мучить. Не, ну а что? Вот это ты можешь посмеяться надо мной, ты можешь все, что хочешь. И где твои вечные указания? Почему ты способна молчать только когда тебя нет? Люди как-то разводятся по каким-то причинам, заводят новые семьи, опять разводятся, опять заводят новые семьи. Много было умников, которые говорили, ну что ты, другую жену заведи, да и все. Братьям нашим меньшим хорошо. Мы, конечно, с ними где-то как-то в параллелях пересекаемся, но мы с ними диаметрально противоположны на 180 градусов с животным миром. Почему у них нет конфликтов между мужчиной и женщиной? Вот у них нет конфликтов этих. Самка медведя живет на своем участке. Медведи никогда к ней не приходят прогонять с участка, конфликтовать. Даже в голодные годины они с самкой не конфликтуют. Да, медведь, конечно, может прийти съесть своих детей. Медвежий каннибализм присутствует. Попадется ему свой сын, он его хряк не задумает. Но самку он никогда не тронет. Никогда олень не дерется с оленихой. Дерутся два оленя, и зюбры на реве дерутся. А самки стоят в сторонке и смотрят, кто победит, кто сильнее. А почему у человека извечная война мужчины и женщины? Из-за чего это? Из-за того, что мы разумны? Я, например, в вечном конфликте с женщинами. Это необходимо делать. Если есть хорошая женщина, за нее всегда борьба. Что делал Куралев, когда его оседлала старуха? Села ему на шею. Он скакал полями и лесами. На самом деле, это желание каждой женщины сесть на тебе на шею, чтобы ты скакал полями и лесами. И поэтому, когда женщина делает финальный прыжок на твою шею, ты должен увернуться, чтобы она пролетела мимо, упала где-то там и снова кралась к тебе на шею. Это вот она борьба извечная между мужчиной и женщиной. А что делать, если женщина все-таки тебя оседлала? Что нужно делать? Опять по фильму «Ви». Если ты уже скачешь полями и лесами, что сделал Куралев? Он стряхнул ее и бил дубиной, поленом, бил до тех пор, пока она не сказала «не могу больше» и не превратилась в красавицу. Ты что молчишь? Человек воюет вообще со всеми. Вот берем человека, живет в городе, все есть, колбаса, масло, все дела. Нет, он едет на живую природу, ему нужно добывать мясо. Пусть разрешенная охота, меня человеческие законы не интересуют. Меня интересуют законы изначально. То есть вот я собрался, и я уехал. Вот я сбежал, вырвал корни, отрубил все связи. Это внутренний побег. Ну так вот, мне интересно, почему в живой природе мужчины и женщины не конфликтуют? Что сказал Господь Адаму с Евой? Да будьте теперь врагами друг друга. И вот с той поры наш конфликт неисчерпаем. И тут же теряется все. Ты садишься на этот конвейер и поехал. Как на нем не ехать, нужно что-то есть, что-то пить, как-то спать, да? Семья, дети, кукуруза. Нужно помнить, что дети это навсегда и придется ими заниматься. Пальцев можно не загнуть на руках и на ногах, сколько тебе надо всего. Если уж бежать куда-то, то бежать к цапам,
Ни сотовых телефонов, ничего нет вообще. Тебе дадут 2-3 жен, так, чтобы они от тебя забеременели. Ты будешь жить простым трудом, питаться оленем мясом, перевозить чумы, кататься на оленях, воспитывать своих детишек. Бежать так туда. Туда, где пища еще проста, а мир юн. Человечество все находится в перманентном состоянии побега, я считаю так. Деревенские хотят уехать в город, городские хотят уехать на выходные в деревню. И вот этот взаимный побег, он присутствует у всех. Краткий миг побега до того, как тебя поймают. Ты свободен. Но в конечном итоге ты должен осознавать, что это краток миг. Вселенная липнет. Все начинается сначала.